Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам! Хорошего, добротного урожая на грядках и в ваших садах. Именно об урожае, вернее, о сохранности урожая мы сегодня и будем говорить по просьбе наших подписчиков. Мы собрали уже часть вопросов, которые касаются качества, вернее, эффективности обработок растений против вредителей. Вы спрашиваете, почему мы в рекомендациях к агрогороскопам по обработкам растений против вредителей всегда в последнее время говорим о температуре воздуха и рекомендуем учитывать температуру воздуха. Неужели только температура воздуха так влияет на качество борьбы с вредителями, спрашиваете вы? На качество, вернее, на эффективность обработок воздействует много факторов. Среди них вот это же температура воздуха. Я бы ее поставила на первое место. Далее влажность воздуха, скорость ветра при опрыскивании. Какая норма используется для приготовления рабочего раствора? Качество воды очень важно, а также сам опрыскиватель для обработок, состояние самого растения и некоторые другие очень важные факторы. Но особо важную роль в последние годы играет температура воздуха и относительная влажность воздуха. Это то, на что мы не можем влиять и изменить. Напомним, что наиболее эффективно работают именно рабочие растворы на растениях при относительной влажности воздуха не менее 60%. У нас же вот вчера относительная влажность вечером воздуха составляла всего 40%. А это значит, что при обработке растений при такой относительной влажности происходит быстрое испарение раствора. Естественно, эффективность обработки уменьшается. Поэтому мы всегда используем биоприлипатель совместно с биоинсектицидами. Это очень важно. Кстати, прилипатели, если вы используете какие-то химические инсектициды, то же самое используйте, потому что именно вот этот момент очень играет большую роль. Ну а теперь вернемся к температуре воздуха. Во многих странах, в регионах последние недели стали серьезным испытанием не только для людей. Высокие температуры свыше плюс 40 градусов, а иногда и плюс 50 градусов влияют, естественно, на человека, но и сильно влияют на сами растения в саду, в огороде, в парке, где растут любые растения. Каждый просто изнывает от этой жары. Вот этот температурный стресс лишает растения защитных функций, и они становятся восприимчивыми к повреждениям и более доступными для различных вредителей. Просто как открытая буквально дверь растение становится, и все налетают на это растение. Из-за погодных аномалий нарушается экологическое равновесие и происходит сбой в природных механизмах саморегуляции в агроэкосистемах. Если для растений высокие температуры большой стресс, то для вредителей, оказывается, этот климатический фактор создает более благоприятные условия для их размножения. Вы можете себе представить, вот такая картина. Растениям плохо, а вредителям хорошо. Почему? По мнению ученых-исследователей, из-за того, что насекомые, вот эти вредители, не имеют своей температуры тела, повышение температуры воздуха значительно влияет на размножение их, на распространение и их, естественно, вред.
Я нашла доказательства своим наблюдениям в некоторых источниках, которые уже публикуются. И вот ученые также наблюдают такую особенность в знойную жару у тех же клопов-черепашек, а также у хлопковой совки и других совок, у тли сейчас много разных видов, и вот и другие вредители, у них сокращается период развития. Мы этим летом наблюдаем такую особенность: массовый выход клопов-черепашек, также тли, совок. Вот этот выход раньше состоялся на 11 дней, чем в прошлом году. Из-за изменения климата у некоторых насекомых появились новые биологические свойства, такие как диапауза или летний сон. И вот получается, что период развития вредителей ускоряется, и старые рекомендации ожидания массового выхода различных вредителей просто не соответствуют действительности. И вот поэтому теперь опрыскивание нужно проводить чаще. И вот потому мы в жаркое время опрыскиваем растения против вредителей не 2 раза в месяц, как это было в мае и в первой половине июня. А вот сейчас уже опрыскивание проводим каждые 8-10 дней, наблюдаем, как ведут себя вредители. Ну, это все у нас будет весь до конца июля, вот такая напряженность обработок, а также в августе до спада жары. Но и это еще не все по этой теме. Мы вам же объяснили, что температура влияет на растения очень сильно, стрессовая ситуация, для растений высокая температура. А очень хорошие эти стрессовые ситуации для растений, для вредителей. Для них это очень хорошо. И поэтому они размножаются более быстрее, чем это было раньше. Но и это не все по этой теме. Наши зрители пишут, что из-за отсутствия биоинсектицидов старые используют обычные химикаты, химические инсектициды. Но и эти препараты не работают, как раньше. Ну а раньше, вспомните, не было такой адской жары. Да и для каждого препарата характерен свой диапазон температуры. Кроме этого, уже есть официальные данные, что при высоких температурах продолжительность действия химических инсектицидов сокращается почти вдвое. То есть раньше этот препарат воздействовал, допустим, 15-16 дней, а сейчас 6-7 суток. Вот такая получается ситуация. Ну а при температуре свыше плюс 40 градусов некоторые препараты распадаются за несколько часов на новые, абсолютно новые формулы, которые токсичны для человека, для почвы, для воды. Кстати, для человека вот такие новые формулы вызывают рак. Вот это все распадается и вредно для нас, для того же, для всей экосистемы, которая окружает нас, но не для вредителей. На них вот эти новые формулы препаратов не воздействуют. Вот поэтому мы всегда делаем акценты на температуре при обработке растений против вредителей. И против болезней то же самое. Надеюсь, что мы ответили на ваши вопросы и нарисовали общую картину вот этой новой проблемы, которую нам создает вот это изменение климата. Это очень серьезная проблема. И пока климат продолжает меняться с огромной скоростью, мы можем и должны защищать свои растения от вредителей, перестраиваясь, причем основательно делая перестройку. Если раньше это можно было и утром какие-то обработки делать, то сейчас самое эффективное время для обработок – это позднее вечернее время, когда температура спадает ниже плюс 30 градусов. Вот у нас вечером уже температура плюс 23, плюс 27,
Вот это уже более-менее нормальная температура, когда и она будет понижаться в течение ночи и будут работать препараты. Тем более мы применяем биоинсектициды с биоприлипателем. И это делаем, стараемся все время это соединить во время полива, чтобы относительная влажность у растений, относительная влажность воздуха у растений была в пределах 60 градусов. Потому что когда поливаешь, естественно, испарение есть, и наиболее эффективна в это время обработка. Естественно, из-за сокращения периода развития вредителей обработки проводим через каждые 8-10 дней. Ну, это будет у нас еще до конца июля такая напряженка, ну и в августе, пока не спадет жара. Вот на этом мы и завершим наше сегодняшнее видео. Тема будет продолжаться, раскрываться, потому что это очень важная тема. Мы должны с вами научиться выращивать экологически чистые плоды и ягоды, и для этого нужно будет переходить на новые виды защиты, а это биопрепараты, и их становится все больше, но снова же нужно знать правила их использования, и сама жизнь нас заставляет отказываться от химических препаратов. Климат, высокие температуры, низкая относительная влажность создают предпосылки к тому, что эти химикаты неэффективны для вредителей, зато они воздействуют неэффективно, а ядовито на жизнь человека и на его окружающую среду. Сегодня мы с вами прощаемся. Мы ответили на ваши вопросы. Желаем вам всего самого доброго, хорошей благодатной погоды, выдержки, терпения. И защищайте свои растения, чтобы они приносили вам пользу, радость и вкусняшки в виде вкусных плодов, ягод и овощных прекрасных зеленых листиков, витаминных продуктов. Прощаемся с вами. Всего самого доброго. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока.